Почему венгры и казахи не родственные народы, как уверены в Казахстане? В казахстанском общественном поле принята точка зрения, что венгры и казахи – родственные народы, имеющие общие корни и проживавшие когда-то в степях северного Казахстана и Зауралья. Как правило, ссылаются на венгерского антрополога и яростного тураниста Андраша Жолтберо. В подтверждение своей теории ученый приводит ряд тезисов. Во-первых, в древности до принятия своих нынешних алфавитов и казахи, и венгры писали рунами. Во-вторых, в древности и казахи, и венгры были тенгрианцами. В-третьих, и казахи, и венгры были кочевниками. Жили в юртах, занимались разведением скота, были воинственными. Будучи кочевым народом, венгры, как и казахи, особенно почитали лошадей. Тезисы антрополога понятны, однако крайне поверхностны, как и его кипучая фольк-историческая деятельность, которую он ведет во всех тюркских государствах. Итак, руническая письменность была у всех тюркских народов и восходит к Орхоно-Енисейскому письму и государству древних кыргызов. Однако именно письменность рунами не зафиксирована у казахов в широком применении, а фрагментарные тюркские рунические памятники не могут объяснить отсутствие у казахов письменных традиций. У мадьяр были в ходу рунические символы, общие для народов булгарской группы. Тенгрианство – термин, выдуманный Чаканом Валихановым и популяризованный Львом Гумилевым, и не является сколько-нибудь научным. Это некая попытка объединить разнообразные местные культы, бытовавшие у кочевых народов. От анимализма скифов до примитивных бытовых суеверий монгольских кланов, в некое подобие религии, где верховным божеством является тенгри неба. Но никаких реальных свидетельств, что кочевые народы поклонялись не туземным божкам, а имели сложную религиозную систему, нет. Как и храмов, книг или иных артефактов культа тенгри. Во что верили мадьяры, когда пришли в Европу, и совпадало ли это хоть немного с верованиями казахов, совершенно неизвестно, ведь только у самих монголов было 90 божеств из пантеона тенгри. Аргументы о том, что жизнь в юртах, воинственность и коневодство являются доказательствами родства, можно также применять к сотням народов, от скифов до индейцев апачей. Это общие черты обитателей степной зоны. И самое смешное, что тот же антрополог объявлял потомками венгров и жителей одного из районов Дагестана, башкир и азербайджанцев, когда попеременно посещал тематические мероприятия. По понятным причинам власти Казахстана тюркоязычных регионов России относятся к таким заявлениям весьма благосклонно, ожидая некие блага от такого родства с европейской страной. Но ради справедливости нужно отменить тезисы, которые исключают такие гипотезы из числа серьезно рассматриваемых. Во-первых, венгры говорят на языке финно-угорской группы. Это настолько очевидно, что не оспаривается даже такими одиозными деятелями. И ближайшими языковыми родственниками мадьяр являются не казахи или башкиры, а ханты, манси и в меньшей степени абские угры. Венгры приобрели некоторые тюркские обычаи, слова и культурные особенности от тюркского мира, с которым тесно контактировали, но их куда меньше, чем восприняли казахи от русского языка, к примеру. Куда ближе, чем казахи, к венграм стоят болгары, а также казанские татары. Все элементы тюркской культуры, которые теперь преподносят как признаки родства венгров и казахов, они получили совсем в другом регионе. Археологи описывают Субботцевский горизонт памятников в Поднепровье, который демонстрирует наиболее сильные связи с венгерской материальной культурой. Следовательно, они формировались к востоку от Днепра, в симбиозе с булгарами и хазарами. Именно в союзе с хазарами упоминаются венгры и очевидцами впервые в европейских хрониках. 37% древних мадьяр имеют гаплотип N, маркер их финно-угорских корней. Впрочем, у современных венгров этот гаплотип крайне редок. Но у казахов его частота и вовсе не превышает 8%, что говорит о крайне далеком родстве народов. У современных венгров преобладают гаплотипы R1A и R1B и балканская E2, четко указывающие на доминирование славянского и посткельтского населения. В этом плане они абсолютно типичные восточные европейцы, мало отличающиеся от соседей чехов или словаков. Антропологически казахи и венгры еще больше отличаются друг от друга. Центральноазиатские и туранидные типы, доминирующие среди казахов, чрезвычайно редки у мадьяр, хотя и фрагментарно встречаются среди сельского населения. Однако передать их могли множество народов, от авар и булгар, до печенегов и половцев.
Доминирующий же среди венгров центральноевропейский тип среди казахов совершенно не встречается, даже среди более светлопигментированных жузов. С точки зрения физической антропологии, казахи и венгры могли иметь только случайные и крайне редкие связи. Откуда же взялся миф о родстве казахов и венгров? От желания получить великих и прославленных предков среди европейских народов, что и подтверждается тем, что миф чрезвычайно активно распространяется в Казахстане с помощью СМИ и почти неизвестен в самой Венгрии. Но некоторое рациональное зерно в нем есть. И казахи, и венгры находились под влиянием тюркского мира, получили изрядную долю схожих традиций слов и явлений, которые теперь и выдают за признаки братства. Однако, если венгры были на условном западном крае тюркского мира, являясь в нем пришельцами, то казахи занимали его самый юго-восточный край, никогда не встречаясь. Примерно те же основания говорить о родстве русских и монголов, англичан и итальянцев или испанцев с арабами Магриба. Некоторые схожести есть, но не более. Казахский род маджар иногда выдается за наиболее близкий к венграм. Однако маджар – составная часть аргынов, которые крайне далеко от венгров. Корни аргынов Иран и Ближний Восток, что подтверждает их легенду о происхождении Аймира Карахаджи, по генетическим исследованиям, с венграми они не имеют ничего общего. Численность аргынов сейчас крайне мала, чтобы даже в случае родства с венграми говорить о родстве с ними всех казахов. Что же касается мадьярских кыпчаков, через которых казахи и венгры якобы оказываются породненными друг с другом, то сейчас в Венгрии проживает около 100 тысяч потомков кыпчаков, перекочевавших в Европу. Это потомки половцев, которых разбили монголы Бату и затем яростно преследовали по всей Европе, пока те не нашли спасения в Венгрии и Болгарии, где монгольские набеги постепенно захлебнулись. Вот с половцами у казахов действительно есть общие гены и черты, хотя и также не в абсолютной преемственности. Так, к примеру, русские, китайские и арабские хронисты независимо друг от друга пишут о голубоглазых и рыжеволосых кипчаках, что не очень похоже на типичных казахов. Как бы то ни было, до Венгрии смогли дойти лишь 40 тысяч половцев хана Катяна, где приняли католицизм. А перед набегом Батыя подверглись атаке венгров, считавших, что они переметнутся к монголам, и бежали в Болгарию, оставив в Венгрии едва ли половину от своих соплеменников. Их потомки компактно проживают в регионе Надькуншак, в окрестностях города Карцак. Внешне они, являющиеся по религии католиками, выглядят настоящими европейцами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.